Привет, друзья! Меня зовут Ирина, и вы на канале Ирина Кукин. Сегодня у меня для вас рецепт мороженого, который очень просто приготовить в домашних условиях без мороженицы. Итак, для мороженого нужно 100-150 граммов сухофруктов, в зависимости от вашей к ним любви. Набор может быть любым. У меня клюква и светлый изюм. Можно использовать курагу, можно вишню. Единственное условие – сухофрукты должны быть мягкими. И если крупные, то нарежьте. Их, естественно, нужно вымыть и хорошо обсушить. Также подготовьте форму, где вы будете замораживать мороженое. Я положила внутрь пленку, чтобы легче было доставать. Дальше нужно взбить пол-литра жирных сливок от 33%. Сливки должны быть хорошо охлажденными. Начинаете взбивать на небольших оборотах, постепенно увеличиваете. И взбиваются сливки до пышности. Никаких жестких пиков не нужно. Видите, что стал оставаться след на поверхности? Заканчивайте. И пока уберите в холодильник. В диже у меня 90 граммов белка. Это белок от 3 яиц первой категории. Желтки, кстати, тоже можно использовать в мороженое. Рецепт на канале есть. В сотейник насыпаю 110 граммов сахара. Сюда же добавляю 30 граммов сиропа глюкозы. За неимением такого сиропа можете использовать инвертный сироп или мед. Сюда же добавляю 100 граммов воды. Все облила. Ставлю на плиту, включаю нагрев. Ничего не трогаю, ничего не мешаю. Варю сироп до 121 градуса. Я уже неоднократно показывала в видео, как можно без термометра определить температуру 119 градусов. То есть возьмете коктейльную трубочку и опустите в сироп и пробуйте надуть шарик. Если шарик надувается, это 119 градусов. Тогда кипятите сироп еще 1-2 минуты и достаточно. Ну а счастливые обладатели термометра после растворения сахара просто опускают щуп. Следите, чтобы при закипании сироп не убежал. Когда сироп достиг температуры 110 градусов, можно начинать взбивать белок. Тоже сначала на малых оборотах, постепенно увеличивая. На небольшом нагреве до 110 градусов сироп у меня варился 8 минут. К моменту готовности сиропа белок должен быть взбит. Если получилось так, что белок вы взбили, а сироп еще не готов, то поставьте самые минимальные обороты миксера. И пусть он просто белок перемешивает. Когда сироп готов, не прекращая взбивания, начните вливать его в белки. Тонкой, но уверенной струйкой. Старайтесь не попадать на лопасти, будет разбрызгиваться. Но страшного ничего не случится. Когда весь сироп ввели, взбивайте меренгу до полного остывания. Скорость миксера можно немного снизить. В общем, ее температура должна быть уже не выше 30 градусов. Абсолютно то же самое, кстати, у вас получится и ручным миксером. Ну, я имею в виду ручным электрическим. Видите, какая густая и плотная масса. Ну а дальше уже лопаткой или ленивые могут поставить насадку весло. Достаю из холодильника сливки и смешиваю с меренгой на минимальных оборотах миксера. Поначалу добавляйте немного, пусть температура сравняется, и чтобы сливки не осеклись. И когда температуры сравнялись, можно добавлять немного смелее. Если, кстати, когда вы достали сливки из холодильника, вам показалось, что внизу не взбитая часть, просто хорошо промешайте венчиком. Если, как я, перемешиваете миксером, поднимите все со дна, чтобы не осталось несмешанной меренги. И на этом все, добавляйте сухофрукты. В это мороженое можно добавить карамелизированные орехи. Я показывала, как их готовить. Только если будете добавлять, убавьте количество сухофруктов. И на этом все. Сухофрукты благополучно осели на дно. Ну, там, где не справляется техника, справится человек. Моя семья давно нажимает на меня, чтобы я купила насадку для мороженого. Но я пока держусь, потому что мне кажется, стоит купить эту насадку, это мороженое будет готовиться с утра до вечера. Напишите в комментариях, как вы считаете, нужна дома мороженица? И если она у вас есть, довольны вы ей или нет, пользуйтесь. Все, мороженое на этом готово. Можно выкладывать и замораживать. Сверху я его тоже прикрою и уберу в морозильник. Это мороженое не перемешивается. Мороженое должно провести в холодильнике как минимум 4 часа. Ну или можете оставить его на всю ночь.
После этого вы можете выбирать его либо специальной ложкой, либо резать как торт. Например, вот так, с помощью горячего ножа. Катюш, привет! Привет. Продегустируй мороженое. Очень вкусно. Что скажешь насчет сухофруктов? Я думаю, что очень гармонично. И, наверное, тем, кто любит сухофрукты, прям вообще очень понравится. Я не любитель, но мне очень вкусно. Я хочу сказать, что мне очень нравится клюква, потому что она покислей. Ты знаешь, я не уверена, что я пока ем отличаю. Кисленькая это клюква. Там еще изюм, да? Угу. Что-то еще? Угу. Нет. Ну, короче, я бы добавляла кислое. Да, клюква здесь очень классно. Ну, кисленькое такой придает какой-то. Мороженое прям такое нежное. Все, Катюш, спасибо. Вот такое интересное мороженое с сухофруктами у меня получилось. И обязательно получится у вас. Непременно приготовьте. А я желаю вам приятного аппетита.